Уважаемые белорусы, наша команда решила участвовать в выборах в Координационный совет третьего созыва в составе группы «Закон и правопорядок». Нарушение законности режимом Лукашенко и привело к массовому выходу белорусов на улицы в августе 2020 года. Принять участие в выборах важно для каждого белоруса. Это наш шанс приблизить демократические изменения в Беларуси. Мы призываем вас отдать свой голос за достойную команду. Ну а теперь мы покажем новое расследование. Мы его провели вместе с Белорусским расследовательским центром о бизнесе, который организовал для семьи Лукашенко Виктор Шейман. Наше предыдущее расследование ЧВК Шеймана YouTube удалил. Но, как видите, это нас не остановило. Сегодня мы расскажем вам о бизнесе Лукашенко в Африке, а точнее в Зимбабве. Руководит этим всем правая рука диктатора Виктор Шейман, которого еще называют серым кардиналом и хранителем секретов Лукашенко. О добыче золота Зимбабве уже рассказывал Белорусский расследовательский центр. Мы не будем повторяться, поведаем о неизвестных подробностях, о причастных к этому персонах, обстоятельствах добычи золота и, самое главное, сколько на этом заработал Лукашенко. Ну что, поехали! Немного истории. В середине 19 века на территории Зимбабве были открыты залежи золота. В наше время в Зимбабве ведется промышленная добыча железа, золота, асбеста, каменного угля, серебра, никеля, платины. При этом наиболее важную роль играет именно добыча золота. Золото перепродается в ЮАР, а также в Китай, который на данный момент является главным торговым партнером Зимбабве. Его доля в товарообороте страны составляет 44%. Напомним, что в марте 2018 года по поручению Лукашенко в Зимбабве поехал Виктор Шейман, который в результате переговоров с правительством страны получил разрешение на добычу золота. Смотрящим за бизнесом от Шеймана был представлен бывший майор КГБ и лично его помощник Александр Семехин, сотрудник ООО Global Custom Management. Семехин Александр Васильевич, 1975 года рождения. Работал 2003-2010 годы заместитель управления международного сотрудничества БГУ. 2013-2020 годы администрация президента Республики Беларусь. 2020 советник Государственного секретариата Совета Безопасности. Для проведения геологических работ была привлечена компания ООО «Белгеопоиск». 80% уставного фонда этой компании принадлежало государственному предприятию «Белзарубежторг». Когда Шейман вернулся из Африки 4 апреля 2018 года, устав компании был изменен. В состав участников добавлена та самая компания ООО Global Custom с долей ни много ни мало в 75%. А в августе 2019 года эту компанию сменяет ООО Global Custom Management, учредителями которого являются Александр Романовский и Евгений Жовнер. Романовский Александр Анатольевич, 1975 года рождения. В 2004-2009 годах офицер охраны ВЧ 01549, Служба безопасности президента, личный телохранитель Виктора Шеймана. Жовнер Евгений Александрович, 1980 года рождения. Работал в 2016 году помощником в управлении делами президента. Директором ООО «Белгеопоиск» был назначен Евгений Подгорный. Подгорный Евгений Александрович, 1978 года рождения. Окончил БГУ. 2003-2006 годы Министерство архитектуры и строительства, заместитель начальника управления. 2007-2014 годы аппарат Совета министров. 2017 ГП «Научно-производственный центр по геологии», генеральный директор.
Одновременно в апреле 2018 года Виктор Шейман зарегистрировал в Зимбабве компанию Zim Goldfield Limited, в которой нет и не было доли белорусского государства. Руководство компании согласовывалось лично Шейманом. Службу безопасности Zim Goldfield Limited возглавил Александр Романовский. Он обеспечивал сохранность золота, отвечал за его транспортировку и сдачу. Директором Zim Goldfield Limited был назначен Дмитрий Красильников. Красильников Дмитрий Андреевич, 1989 года рождения, уроженец и житель города Минска. С 2016 года работал в ОАО «Технобанк», менеджер по работе с клиентами. Также компанией руководил Евгений Жовнер и Виталий Кутырло. Кутырло Виталий Эдуардович, 1980 года рождения, знакомый Семехина по БГУ. 2005-2016 годы преподаватель БГУ. 2017 ОАО «Белгорхимпром», заведующий геологического отдела. Что же объединяет Семехина, Романовского и Жовнера с Виктором Шейманом, спросите вы? Отвечаем. Они все имеют земельные участки в деревне Подлипки Дукорского сельсовета Пуховичского района Минской области. Шейман – деревня Подлипки, улица Центральная, 19. Семехин – земельный участок, деревня Подлипки, 7. Романовский – земельный участок и дом, деревня Подлипки, улица Центральная, 27. Жовнер – земельный участок, деревня Подлипки, 9. А теперь вернемся к добыче золота Зимбабве. Разработка месторождений велась в 3 местах в районе реки Мозоя в центральном Машоналенде. В качестве субподрядчика выбрали китайскую компанию Johnny Yan Investments. Там нанимали китайских рабочих и тяжелую технику для ведения добычи. Рабочие делали рекультивацию грунта, копали карьеры и извлекали золото из породы методом амальгамации. Амальгамация представляет собой процесс смешения ртути с металлами. Ртуть не растворяет золото, а лишь смачивает его. Амальгамация является самым древним из существующих методов очистки золота. В СССР применение ртути в золотодобыче было запрещено в 1988 году. Однако этот процесс продолжают использовать и в наши дни. С добычей золота при помощи ртути борются международные организации, в том числе и ООН. Применяют ртуть в основном, если золото мелкое, мельче 1 мм, и выделить его промывкой из черного песка не удается. Добыча золота фирмой Шеймана проводилась под контролем геологов и горных инженеров компании ООО «Белгеопоиск». Добытое золото на месте сразу же переправлялось в слитки. Работа шла в тяжелых условиях. Местные жители вели себя агрессивно, обваливали карьеры и не давали брать пробы. По ночам пытались похитить ковры для амальгамации и дизельное топливо, резали шланги на технике, а иногда от безысходности брали в руки мачете и нападали на золотодобытчиков. Местных жителей, тем не менее, можно хорошо понять. Ртуть опасна, токсична, отравляет окружающую среду и вызывает необратимое поражение головного мозга. Полиция в таких случаях, как правило, находилась в отдаленных городках и на вызовы не приезжала. Приходилось постоянно нанимать охрану, как правило, из местных полицейских, отражать атаки, ведя переговоры со старейшинами деревень. Параллельно в Беларуси бывших военных вербовали для командировок в Африку. В их обязанности входила охрана золота, сдача его руководству. А также они организовывали защиту от атак местных жителей, разгоняли местных старателей. Часто добыча простаивала из-за отсутствия дизеля. Завербованные военные выезжали в Африку в командировку, которая длилась примерно 2-3 месяца. Как правило, маршрут Зимбабве пролегал через аэропорты Франкфурт на Майне, Германия, Аддис-Абеба, Эфиопия, Хараре, столица Зимбабве. Мы проследили перелеты фигурантов расследования и обнаружили, что Александр Семехин вылетал из Минска во Франкфурт на Майне 17.06.2019 года. Дмитрий Красильников вылетал из Минска во Франкфурт на Майне 11.09.2020 года. Виталий Кутырло также вылетал из Минска во Франкфурт на Майне 22.09.2019 года, 5.06.2020 года и 11.01.2021 года.
А теперь, внимание, перейдем к самому интересному – доходу от добычи золота. Ежемесячно с одного прииска добывалось около 5 килограмм золота, которое в конце месяца охранники сдавали Виталию Кутырло. Золото сразу же продавалось китайцам. Стоимость составляла примерно $48,5 США за грамм. Таким образом, совместный доход компании Шеймана и китайцев от добычи золота со всех приисков составлял примерно $700 тысяч США в месяц. Однако не все было так гладко. Основные проблемы этого хлопотного дельца – это гиперинфляция в Зимбабве и простой техники из-за нехватки дизельного топлива. Ну подумайте, расходы только на топливо составляли до $37 тысяч в месяц. Поэтому доход от бизнеса получился не таким высоким, как предполагалось изначально. Но тем не менее, эти деньги идут не в бюджет Беларуси, а в личный карман диктатора и его подельников. Причем с обычным для них использованием админресурса и коррупционных схем. А вы, друзья, подписывайтесь на наши каналы, следите за нашими расследованиями. Только вместе мы победим и восстановим в Беларуси закон и правопорядок. Живе Беларусь!